Обосновавшись на Хелмской земле, Тевтонский рыцарский орден крестоносцев начал крестовый поход против языческих прусских племен. При поддержке папы и императора Священной Римской империи к 1280 году тевтонцы завоевали и обратили в христианство большинство пруссов. После этого они взялись за литовцев. В течение века крестоносцы совершали походы на литовские земли, особенно на Жемайтию, которая отделяла земли тевтонцев от их владений в Ливонии. Но в 1385 году ситуация изменилась. Между Польшей и Литвой была заключена Кревская уния, по условиям которой великий князь литовский Ягайло вступал в брак с польской королевой Ядвигой. Ягайло принимал христианство, обязался крестить Литву и был коронован польским королем. Несмотря на то, что Ягайло формально становился главой обеих держав, реальную власть в Великом княжестве Литовском со времен Островского соглашения имел его двоюродный брат Витовт. Он поддерживал усилия Ягайло по христианизации Литвы, что укрепляло союз с Польшей и подрывало основу агрессивных претензий Тевтонского ордена. Христианизация Литвы лишила Тевтонский орден формального оправдания агрессии, но поскольку реальной причиной немецкой экспансии были отнюдь не религиозные мотивы, великий магистр ордена Конрад Цольнер фон Ротенштайн поставил под сомнение искренность перехода Ягайло в христианство. Поэтому территориальные споры по поводу Жемайтии не прекратились. Польша также вела территориальные споры с орденом относительно Добжинской земли и Гданьска, пока два государства находились в перемирии. Кроме того, конфликт подогревала невыгодность торговли для Польши и Литвы, ведь крестоносцы контролировали устья трех крупных рек Немана, Вислы и Западной Двины, протекавших в этих странах. В 1404 году по Раценскому договору Жемайтия практически полностью перешла под власть Тевтонского ордена, что не устраивало Литву и самих жемайтов. В мае 1409 года в Жемайтии вспыхнуло антитевтонское восстание. Литва его поддержала, в ответ крестоносцы пригрозили вторжением в Литву. Польша объявила о своей поддержке Литвы и пригрозила вторжением на территорию ордена. После того, как прусские войска эвакуировались из Жемайтии, тевтонский великий магистр Ульрих фон Юнгинген 6 августа 1409 года опрометчиво объявил войну Польскому королевству и Великому княжеству Литовскому. Крестоносцы надеялись победить Польшу и Литву по отдельности и начали с набегов на Великую Польшу и Куявию. Тевтонцы сожгли замок в Добжине, после двухнедельной осады захватили Бобровники, завоевали Быгдащ и несколько других небольших городов. После этого поляки организовали контрнаступление и вернули себе Быгдащ, а жемайты атаковали Мемель. Однако ни одна из сторон не была готова к большой войне. Римский король Венцель согласился урегулировать конфликт. 8 октября 1409 года между Польшей и орденом было подписано мирное соглашение с сроком действия до 21 июня 1410 года. Согласно договору, стороны должны были оставаться на своих позициях. Позже орден заключил перемирие с Витовтом. Но обвиняя друг друга в многочисленных нарушениях, обе стороны использовали время перемирия для подготовки к новой войне, собирая войска и склоняя на свою сторону союзников. К декабрю 1409 года Ягайло и Витовт договорились, что их армии должны объединиться в одну крупную силу и двигаться по направлению к Маренбургу, столице Тевтонского ордена. На декабрьской встрече в Бресте также присутствовал хан Джелаль-эд-Дин, сын Тохтамыша, который пообещал привести свою конницу. Взамен Витовт должен был поддержать его в деле возвращения престола Золотой Орды. Чтобы ввести врага в заблуждение, Ягайло и Витовт организовали несколько набегов на пограничные территории, заставляя крестоносцев рассредоточить войска вдоль своих границ. Их большие гарнизоны были оставлены в ряде восточных замков. Не ожидая совместной польско-литовской атаки, крестоносцы начали готовиться к отражению наступления и со стороны поляков, и со стороны Литвы. Но позже Ульрих фон Юнгинген сосредоточил свои силы в расположенном посередине Швеции, откуда тевтонские войска могли достаточно быстро переместиться в любую сторону. Всю зиму и весну шла подготовка к войне. В конце мая 1410 года в Гродно начали собираться войска со всего Великого княжества Литовского. К ним присоединились татарские всадники, а также силы других союзников. Точное число воинов, принимавших участие в битве, определить сложно. Источники тех времен приводят противоречивые данные.
По подсчету польского историка Стефана Кучинского, в польско-литовской армии было 39 тысяч человек и 27 тысяч в Тевтонской. Из них 250 посвященные братья-рыцари. Эти цифры считаются близкими к реальным. Основную ударную силу Тевтонского ордена составляла хорошо обученная и дисциплинированная тяжелая кавалерия, которая считалась одной из лучших в Европе. Особую роль играли отряды Большого и Малого Знамени Гроссмейстера, а также отряд Знамени Тевтонского ордена под командованием грандмаршала Фридриха фон Валенрода. Во время самой битвы фон Валенрод командовал левым флангом, сражаясь с войсками Великого княжества Литовского. Отдельными полками командовали Великий комтур Куна фон Лихтенштейн и Великий казначей. Комтур во время битвы удерживал правый фланг, сражаясь с польскими войсками. Ядро войска составляли рыцари числом около 450 человек, которые выполняли функции командиров высшего и среднего звена. К другой категории относились полубратья, их призывали на военную службу в исключительных случаях. Наиболее многочисленная категория воинов состояла из бойцов, мобилизованных на основе вассальной принадлежности. Костяк армии Королевства Польского составляла рыцарская феодальная конница, состоявшая из рыцарских отрядов, так называемых копий, и незначительного количества пехотинцев, защищающих лагерь. Копье состояло из конного рыцаря с копьем и щитом, конных оруженосцев, лучников и вооруженных слуг. Копья группировались в хоругви, то есть в отряды под собственным знаменем. Всего у поляков было 51 хоругвь. Основу войска Великого княжества Литовского составляли 40 хоругвий. В состав этого войска также входило около 3000 союзных татар под командованием Джалал-ад-Дина. На рассвете 15 июля 1410 года оба войска встретились на территории примерно в 4 квадратных километра между 4 немецкими селениями, одно из которых Грюнфельд и дало название битве. Тамошние пологие холмы разделялись широкими долинами. С 3 сторон место битвы было окружено лесами. Польская тяжелая кавалерия образовала левый фланг, литовская легкая кавалерия правый, наемники расположились по центру. Перед началом боя союзные войска стали в 3 боевые линии. Каждая боевая линия состояла из 15-16 хоругвий. Меньшее войско крестоносцев расположилось в 2 боевые линии. Магистр фон Юнгенген был в резерве. Тевтонские рыцари разместили напротив литовцев тяжелую кавалерию под командованием грандмаршала Фридриха фон Валенрода. Правое крыло располагалось напротив польского войска и возглавлялось великим комтуром Куна фон Лихтенштейна. Крестоносцы заранее подготовили свои позиции к сражению и ждали атаки поляков и литовцев. Их полки в тяжелой броне несколько часов стояли под палящим солнцем. Орденские войска также пытались использовать бомбарды калибром 3,5 фунта. Но во время битвы пошел дождь, так что было сделано лишь несколько пушечных выстрелов. Неуверенный в успехе Ягайло не спешил начинать атаку. Польский король молился в походной часовне, отстояв 2 мессы подряд. Закончив молитву, Ягайло спустился к подножию холма и стал посвящать в рыцари несколько сотен молодых воинов, чтобы повысить их боевой дух. Вскоре от Тевтонского ордена прибыли 2 герольда, которые привезли обнаженные мечи от верховного магистра Юнгенгена королю Владиславу и от грандмаршала Валенрода великому князю Витовту. Они пояснили, что эти мечи должны были помочь польскому и литовскому монарху в битве. Это была явная провокация с целью побудить польско-литовское войско немедленно пойти в атаку. Не дождавшись приказа медлительного Ягайло, Витовт после открытия огня из бомбард послал в наступление татарскую конницу, находившуюся на правом фланге. Первая линия литовской армии, состоявшая из легких всадников, последовала за татарами. Всадники Великого княжества Литовского атаковали отряды Фридриха фон Валенрода. Легкой кавалерии было трудно противостоять тяжелой тевтонской коннице, поэтому атакующие пытались сбрасывать рыцарей на землю. С этой целью татары использовали арканы, а всадники копья с крючьями. Примерно через час боя Валенрод приказал своим рыцарям идти в контрнаступление. Чтобы избежать разгромной атаки тяжело вооруженных немецких рыцарей, татары и литовские всадники отступили, сумев оторваться от противника. Часть крестоносцев бросились за ними в погоню, потеряв при этом свой боевой порядок. Возможно, отступление литовцев было стратегическим маневром Витовта, по примеру татар Золотой Орды, а возможно и обычным бегством, поскольку литовцы вернулись на поле битвы лишь в самом конце. У литовского стана крестоносцы, преследовавшие беглецов, были окружены и уничтожены. Однако не все литовские войска отступили. По приказу Витовта князь Лугвений Ольгердович со своими отрядами находился около правого фланга польской армии. Ему приказали во что бы то ни стало удержать свою позицию, чтобы прикрыть поляков от удара во фланг. Понеся значительные потери, эти войска выполнили свое задание, при этом один смоленский полк полностью был уничтожен.
Пока литовские войска отступали, началась ожесточенная битва между польскими и тевтонскими силами. Крестоносцы под командованием Куна фон Лихтенштейна сконцентрировались на правом польском фланге. К тому же 6 хоругвий фон Валенрода не стали преследовать литовцев, а присоединились к атаке на польские полки и смогли завладеть ценным трофеем – большой хоругвию Краковской земли. Тевтонцы восприняли это как божий знак и начали петь пасхальный гимн. Крестоносцы явно побеждали, и король Ягайло послал в битву резервные полки, в том числе хоругвь Галицкой земли. Тем временем глава чешских и моравских наемников Ян Сарновский был ранен в голову, и эти наемники трусливо покинули поле боя. Около 300 пехотинцев остановились в лесу и вернулись в битву лишь после того, как королевский подканцлер Николай Тромба воодушевил их. Ягайло послал в бой вторую линию своей армии. У магистра ордена Ульриха фон Юнгингена в подкреплении находилось еще 16 хоругвий, примерно треть отрядов крестоносцев. Заметив проседание литовцев на 5-м часу битвы, он повел свой резерв в тыл полякам. Но немецкие войска увязли в бою с оставшимися на поле боя литовскими отрядами и возвратившейся чешской пехотой. Чтобы исправить ситуацию, Ульрих фон Юнгинген ввел в бой вторую линию тевтонской кавалерии. В ответ на это поляки задействовали третью линию своей конницы. Рукопашный бой дошел до польского командования, и один из крестоносцев приблизился к королю Ягайло. Однако секретарь Ягайло Збигнев Олесницкий спас королю жизнь. И тут отступившая ранее литовская конница вместе с татарами возвратились на поле битвы. Они обошли левый фланг орденских войск, окружив основную часть немецких сил. Окруженных немцев стали постепенно уничтожать. Сражение докатилось до верховных командиров Тевтонского ордена. Оруженосцы предлагали магистру Ульриху фон Юнгингену спасаться бегством, ведь тогда уже было ясно, что для ордена эта битва проиграна. Однако магистр отказался, заявив: «Не дай мне Бог оставить это поле, на котором погибло столько доблестных мужей». После гибели магистра остатки армии ордена обратились в бегство, либо сдавались в плен. Уцелела лишь небольшая часть немецкой армии. В сражении при Грюнвальде погибло 205 орденских братьев, включая практически все высшее руководство ордена во главе с великим магистром, а также множество гостей ордена из католических стран и наемников. Потери ордена и союзников составили около 8000 человек убитыми, а в плен сдалось около 14 тысяч человек. Конница Великого княжества Литовского потеряла около половины всадников. Общие потери польско-литовского войска неизвестны, но очевидно они тоже были немалыми. Хороня павших и собирая оружие, союзники стояли на костях 3 дня, после чего начали движение к Мариенбургу. Замок был осажден, однако уставшее и ослабленное польско-литовское войско не решилось на штурм. Витовт отвел свои войска из-за угрозы восточным рубежам княжества. В результате через несколько недель осада была снята. 1 февраля 1411 года был заключен Торунский мир. По его условиям, Тевтонский орден терял Жемайтию в пользу Великого княжества Литовского и Добжинскую землю в пользу Польши. Также должен был выплатить контрибуцию. Фактическое уничтожение армии ордена, необходимость выплаты значительной контрибуции и немалого выкупа за пленных рыцарей подорвали могущество тевтонцев. Позже ряд прибалтийских городов отказались от союза с ними, а приток наемников и рыцарей из Центральной Европы сократился. Грюнвальдская битва изменила баланс сил в Восточной Европе, превратив польско-литовский союз в доминирующую силу в регионе. В ходе дальнейшей 13-летней войны орден был окончательно разгромлен польским государством, уже без участия литовцев. Лишившись значительной части своих владений в Восточной Померании и в Пруссии, орден признал вассальную зависимость от Польши и просуществовал до 1525 года. В том году великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн Бранденбургский перешел в протестантизм и объявил о создании герцогства Пруссия, первого протестантского государства в Европе. Как известно, впоследствии агрессивная Пруссия сумела объединить вокруг себя большую часть немецких земель, образовав Германскую империю. Таковы парадоксы истории. Неудачи поражений через некоторое время неожиданно сменяются чередой блестящих побед.